Добрый день! Это видео посвящено искусству Древнего Египта. Как мы выяснили в предыдущем видео, в культуре древних египтян представления о загробном мире занимали важнейшее место, что безусловно повлияло на искусство и культуру. Со времени первых династий именно погребальный ритуал имел основное значение в жизни. Как это ни парадоксально, но вся жизнь была направлена на подготовку к смерти, а точнее к загробному существованию. Обнаруженные погребения додинастической эпохи в Египте не имеют принципиальных отличий от захоронений в других регионах. Как свидетельствуют данные археологии, чаще всего умерших хоронили в небольших овальных ямах в скорченном виде на боку с небогатым инвентарем. Иногда рассекали тело на части. Но со времени первых династий погребальный ритуал ощутимо меняется, и прежде всего для фараонов. Могилы-гробницы постепенно становятся более обширными и сложными, поднимаются над уровнем земли. Сначала их делают в форме невысокой каменной платформы, мастабы или перджет, дом для вечности. В ней было два уровня – наземный и подземный. Причем мумия хранилась внизу, а статуи умершего – наверху. В эпоху Древнего Египта в наземной части делали ложную дверь. Это портал, через который могли войти душа или бог. Начиная с третьей династии, гробницы принимают форму пирамиды. Если вы думаете, что их было всего 3 или 5-10, то ошибаетесь. Таких построек уже найдено больше 100. Самая древняя из сохранившихся – это шестиступенчатая пирамида Джосера, построенная в 27 веке до нашей эры. Ее архитектором считается высший царский сановник Имхотеп, который за свое искусство с 8 века до нашей эры был объявлен полубогом и сыном бога Птаха. Это сооружение, как и ранее мастабы, предназначалось для всей семьи, а позднее пирамиды стали индивидуальными. Для пирамиды Джосера впервые были использованы камни, а не кирпич-сырец. Каменный саркофаг внутри этого сооружения имеет круглое отверстие с затычкой и тем самым напоминает дольмены, о которых я рассказывала в видео про первобытное искусство. Он стоит на обломках более древнего мраморного сооружения, украшенного резными звездами. Происхождение его пока ученым не ясно. Наверное, самые известные в мире сооружения, о которых вы знаете или хотя бы слышали, это пирамиды в Гизе. Хеопса, Хуфу, Хифрена, Хафра и Мекерина, Менкаура. Строились они вместе с малыми пирамидами-спутницами с 26 по 23 век до нашей эры. Самая большая и самая первая – пирамида Хеопса. Единственная из 7 чудес древнего мира, сохранившаяся до наших дней. Ее высота – около 137 метров, длина стороны основания – около 230 метров. Строилась она почти 20 лет племянником фараона зодчим Хемеуном. Это сооружение, как и пирамиды Хифрена и Мекерина, состоит из больших плит весом от 2 до 3 тонн. На ее строительство потребовалось их 2 миллиона 300 тысяч штук. Причем они очень плотно пригнаны друг к другу. Если заглянете в источники, то прочитаете, что пирамида находится в 25 километрах от центра современной столицы Египта Каира. Однако, оказавшись на месте, вас обязательно удивит тот факт, что пирамиды рядом с городом, то есть это практически его окраина. Одним из распространенных мотивов древнеегипетского искусства были сфинксы. Это существа с телом льва и головой человека, сокола или барана. Последний символизировал бога Амона. Аллеи таких скульптур сохранились около Карнакского храма. Сокол – это воплощение Гора. Таких сфинксов можно увидеть на стенах храмов, посвященных этому богу. Человеческая голова была портретом знатного человека. Самый большой из египетских сфинксов находится рядом с 3 пирамидами в Гизе и, предположительно, является портретом фараона Хифрена. Он высечен из целой скалы, его длина более 73 метров, и это древнейшая из сохранившихся монументальных скульптур. В эпоху Среднего царства пирамиды стали гораздо скромнее по размерам, а позже их вообще перестали строить, заменив гробницами, высеченными в скалах. Поскольку уже в первый период раздробленности Египта пирамиды были разграблены, а значит оказались непригодными для обеспечения сохранности мумий.
Поэтому после захоронения фараона внутри скальной гробницы вход в нее засыпался, чтобы запутать грабителей. Не только гробница обеспечивала сохранность мумии умершего, но и саркофаги. Самый полный набор саркофагов и ковчегов сохранился в известной гробнице фараона Тутанхамона. Это внешний прямоугольный саркофаг из цельного куска красного кварцита с гранитной крышкой. В нем деревянный с позолотой, потом еще один деревянный с позолотой, а последний из золота. Каждый из трех антропоморфный, то есть выполнен в форме человека. Но это еще не все. Саркофаги находились внутри 4 ковчегов, ящиков. Обычай мумификации давал возможность изучать анатомию человеческого тела, что позволило египтянам разработать учение о кровообращении и понять, что сердце – главный орган этой системы. Древнеегипетский трактат о сердце, часть папируса Эберса, сборника знаний по медицине, создан более 4000 лет назад. Еще египтяне заметили, что повреждения головного мозга влекут за собой расстройство функций различных частей тела. По большому количеству найденных при раскопках хирургических инструментов археологи сделали вывод, что в Древнем Египте была широко развита хирургия. Еще одним оберегом, защищающим умершего, были росписи гробниц. Если вы хоть раз видели изображение древнеегипетской живописи, то заметили странный способ показывать людей. Это специфический канон, когда лицо и ноги в профиль, плечи в фас, глаза увеличены и подчеркнуты, мужчина нарисован красной краской и зачастую выше, женщина желтой, дети еще меньше ростом, но изображались как маленькие взрослые, а младенцев рисовали голыми. По приказу Хатшепсут, одной из 5 женщин-фараонов за всю историю Египта, был построен заупокойный храм в начале 15 века до нашей эры архитектором Сенмутом. Храм расположен на фоне скал. Он состоит из 3 огромных платформ, соединенных пандусами, наклонными площадками. Вероятно, раньше они были в зелени. На самой верхней площадке стоят, возвращенные сюда архитекторами, поврежденные изображения самой царицы в образе бога Осириса. Дело в том, что Хатшепсут была назначена регеншей при своем пасынке после смерти мужа, но в итоге правила больше 20 лет. Поэтому, когда Тутмос III после смерти мачехи наконец добрался до власти, он приказал уничтожить изображение Хатшепсут. Это была страшная месть, ведь так наступала окончательная смерть, без возможности попасть в загробный мир. Подробнее об этом я рассказала в предыдущем видео. Недалеко от храма Хатшепсут расположены 2 гигантские статуи фараона Аменхотепа III, созданные в XIV веке до нашей эры. Когда в результате землетрясения 1 века нашей эры один был поврежден, то на восходе солнца стал издавать звук. Вероятно, его причиной была резко испаряющаяся роса. По этому звуку настраивали музыкальные инструменты. За это скульптуры получили второе греческое название «Поющие колоссы Мемнона» в честь мифического царя, сына богини утренней зари Эос. Однако после реставрации, проведенной по приказу римского императора Септимия Севера в конце II века, звуковой эффект исчез. Рассказать обо всех произведениях искусства в кратком обзоре невозможно, но на некоторых объектах я хочу заострить ваше внимание. Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта расположен в Карнаке. Старейшее из сохранившихся зданий комплекса относится к XX веку до нашей эры. Это Белая капелла, построенная по приказу фараона Синурсета I. Большой гипостильный зал – самый большой в мире каменный зал с перекрытием, площадь которого 5000 квадратных метров. Крыша до наших дней не сохранилась. Центральные колонны зала выше остальных – 24 метра и 10 метров в окружности. Он создавался по приказу нескольких фараонов. Пилоны и обелиски строились тоже правителями разного времени. Например, царица Хатшепсут поставила 4 обелиска и планировала еще один, самый большой, высотой 41,8 метров и весом примерно 1200 тонн. Часть его сохранилась. Ее пасынок Тутмос III поставил 2 обелиска и приказал создать рельеф с изображением флоры и фауны Египта и завоеванных им территорий. Огромная гранитная статуя жука-скоробея установлена при Аменхотепе III.
В 2 километрах от Карнакского храма находится Луксорский, посвященный богу Амону, богине Мут и их сыну Хонсу. Его начали строить при Аменхотепе III. Карнакский и Луксорский храмы соединены аллеей бараноголовых сфинксов. По ней в праздник бракосочетания Амона и Мут несли барки с изображениями этих богов и их сына из Карнака в Луксор. Еще одна грандиозная постройка Древнего Египта – храм в Абу-Симбеле XIII века до нашей эры, посвященный победе фараона Рамзеса II над хеттами. Его фасад украшают 4 20-метровые сидящие статуи богов Амона, Ра, Птаха и самого фараона. 2 раза в год, в день рождения, 22 февраля, и в день коронации фараона, 22 октября, в 6 утра, можно было наблюдать, как луч солнца проникает внутрь храма по 65-метровому коридору и освещает по очереди статуи богов Амона и Ра и лицо Рамзеса II. Рядом с этим храмом находится храм его жены, Нефертари, в образе богини Хатхор. В 60-х годах 20 века эти сооружения перенесли. Вот так вот взяли 2 огромных храма и подвинули метров на 200. Дело в том, что из-за строительства Асуанской плотины и разлива озера Насер здания бы пострадали. Был придуман грандиозный проект по разделению храмов на блоки по 20-30 тонн, переносу на новое место с последующей сборкой. Богине Хатхор посвящен храм в Дендере, построенный уже во время правления Птолемеев, которое длилось с IV по I век до нашей эры. Кроме изображений самой богини, есть несколько святилищ Азириса на крыше, в одном из которых он изображен в редкой позе, лежащем на животе. Там же находился знаменитый Дендерский зодиак. Египтяне создали точные каталоги звезд и карты звездного неба, а также предположили, что днем звезды остаются на своих местах, просто их не видно из-за яркого света солнца. Еще храм известен изображениями необычных предметов, похожих на лампы накаливания. Египтологи говорят, что это изображение бога, прорастающего как цветок. Загадочные барельефы найдены в храме фараона Сети I в Абидосе, построенного в XIII веке до нашей эры. Они напоминают изображения летательных аппаратов. Храм в Эдфу, посвященный богу Гору, является вторым по размерам после Карнака. 137 метров в длину, 79 в ширину, высота пилонов 36 метров. Он существовал с древнейших времен. Позднее, при Птолемеях, был отстроен по древним планам. На стенах храма множество иероглифических надписей на разные темы, в том числе рецепты благовонных мазей. Египетская письменность возникла в IV тысячелетии до нашей эры как пиктографическое, то есть рисуночное письмо, а к началу III тысячелетия до нашей эры появляется иероглифическое письмо. Это что-то вроде схематичного рисунка. Для ускорения написания используют упрощенные знаки. Так возникает иератическое письмо, когда знаки становятся более округлыми. А в I тысячелетии до нашей эры появляется скоропись, дематическое письмо. Египтяне писали справа налево, а новый абзац начинали красной краской. Отсюда происходит выражение «писать с красной строки». Дешифровал египетскую письменность француз Шампальон, опираясь на данные розетского камня, написанного иероглифами, дематическим письмом и греческим. Иероглифы использовались для монументальных надписей. Для других текстов применяли иератическое и дематическое письмо. Писали древние египтяне на папирусах. Это вид бумаги, используемый с III тысячелетия до нашей эры. Его делали из растения папирус, который как сырье называли библ. Его ствол разрезали на полоски, раскладывали по форме готового листа, сначала вдоль, потом поперек. Затем отправляли под пресс. Доставали, отбивали молотком, промазывали клеем и высушивали на солнце. Кстати, из папируса строили и лодки для плавания по Нилу. И, как доказал эксперимент Турахи-Ирдала, по морю. Для имен фараонов был особый способ записи. Их вписывали в специальную форму. Наиболее распространенный вид – картуш или шено. Это овальный контур с линией. Если овал вертикальный, то линия горизонтальная, а если горизонтальный, то линия вертикальная. До картуша был серех,
который украшался фасадом и планом дворца. Письменности покровительствовал бог Тот. Он же отвечал и за счет. Египтяне знали сложение, вычитание, умножение, деление, пользовались десятичной системой. Древнейшие математические тексты относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Тот разделил время на дни и месяцы и ввел летоисчисление. В Египте был календарь на 365 дней. Он делился на 3 сезона. Ахет – время разлива, Перет – время посева и Шему – время жары. В каждом было по 4 месяца. В заключение немного о музыке, которая была разножанровой – военной, религиозно-обрядовой, развлекательной, народной и так далее. Среди музыкальных инструментов самый древний – арфа, придуманная в Египте. Еще играли на тамбуре, лире, тамбурине, флейте, трубе, барабане, систре, минате и других. 2 последних – это погремушки, которые имитировали шорох зарослей папируса. Это был краткий обзор культуры Древнего Египта. Правда, получился он не такой уж и краткий – 3 видео. На очереди истории про Междуречье. Я расскажу про богов и письменность, зиккураты и висячие сады Семирамиды, не обойду вниманием нашумевшую планету Нибиру и создание человека, а еще потоп и первые в истории свод законов, и многое другое. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Спасибо за внимание.